Энтузиастики, приветствую вас на канале. Итак, ну что на данный момент у нас? Рыночек растет, радует, конечно же. Август месяц положительный, и зачастую, когда август месяц у нас растет, а когда он растет в тот момент, когда у нас происходит халвинг. Год 2024 у нас был халвинг, и эфириум, конечно же, после халвинга, вернее после года халвинга, показывает постоянно положительные движения. Особенно в августе. Если мы посмотрим 2020 год, у нас был халвинг, то в 2021 году в августе было плюс 35%. И у нас аналогичная ситуация. 2024 год у нас был халвинг, и август месяц плюс 24%. Есть еще, в принципе, у нас запас хода 10% по эфириуму, а это, как ни крути, конечно же, эфириум может уйти на перехай и в диапазон $5000. Что у нас по DXY? Если у нас есть на данный момент корреляция DXY и биткоина, то мы можем предположить, что коррекция у нас здесь закончилась, и сейчас у нас на данный момент идет движение в 50 дней. 50 дней биточек может наш расти. И если мы прошли коррекцию по биткоину, которая у нас была с 14 июля по 2 августа, то 50 дней мы с вами можем предположить, что мы сможем расти вплоть до 22 сентября по биткоину. Здесь, конечно же, рост будет небольшой. Может быть такое, что хэшрибанс отработает и движение биткоина будет еще в диапазон 33-35%. Может быть такое, что 40%, 160 тысяч долларов за биток. Посмотрим, понаблюдаем. Что у нас по сигналам? На дневке у нас был сигнал на покупку. Это было 6 августа. Я как раз здесь зашел в небольшой локальный лонг. Лонг удерживаю. Посмотрим, что у нас получится. Если на недельке посмотреть, то на недельке у нас не было никаких сигналов. Если посмотреть на 4-часовичке, у нас был сигнал на продажу 11 августа. Больше тоже никаких особо интересных сигналов здесь не было. Но это чисто такой скальпельский подход. Будем ожидать? Будем ожидать. В принципе, у нас есть запас хода 50 дней по биткоину. И как раз может быть такое, что в 20-х числах сентября, а может быть такое, что середина октября биток поставит свои пиковые значения. Потому как в дальнейшем, если мы будем полагаться на DXY, у нас будет такая вот волатильность на битке с коррекцией. У нас будет дамп, потом опять памп, потом опять дамп, потом опять небольшой рост, но без обновления лоев. DXY здесь, по всей видимости, никак не хочет обновлять лои. И может быть такое мы с вами увидим на биткоине тоже где-то здесь пиковые значения, где-то ближе к концу сентября. По всей видимости так. Пока что нету раскорреляции битка и DXY, и мы можем с вами на это полагаться. Рост эфириума показал приток капитала, и мы видим капитализацию крипторынка 4 триллиона 50 миллиардов долларов. Дай бог начнут вливать в эту скомовозку бабки, и все, конечно же, у нас изменится. Что у нас по эфириуму? У нас здесь есть такой незамысловатый паттерн, чашка с ручкой. Мы можем с вами это все дело увидеть, мы это все дело рассматривали, и здесь у нас формировалась небольшая ручка. Сейчас на данный момент паттерн четко отрабатывает. Мы забираем чистого движения по эфириуму. Это, конечно же, движение самой ручки. Примерно 18% движения. И это неплохо. Также у нас остается еще движение. Это тело самой чашки. Мы можем тоже прикинуть, сколько у нас будет движения по эфириуму. Это тело чашки. Возьмем тело чашки, сюда вот мы переставим, и мы с вами сможем увидеть, по всей видимости, эфириум в диапазоне 7300. И здесь уже можно будет принимать решение по эфириуму. Продавать эфириум или удерживать дальше к другим каким-то целям. Но это будет все, конечно же, впереди.
Человек продал эфириум в диапазоне 4400, хотел откупить в диапазоне 4100, но видно, что он остается за бортом. Я, в принципе, думаю, что стоит удерживать эфириум хотя бы в диапазон 7300, и можно, конечно же, только здесь уже принимать решение. Все-таки, если эфириум уйдет на свой исторический перехай, а хай у нас был 4860, это было в 2021 году, вот здесь вот. Если мы уйдем на свой исторический перехай, и здесь, конечно же, можно будет забрать движение не только в 7200, но и дальше, если мы натянем саму Фибоначчи от хая до лоя, то мы с вами сможем забрать и 7200, также можем приблизиться и в диапазон 11 тысяч долларов. Это второй уровень по Фибоначчи, также есть третий, это мало досягаемый, но я думаю, что цели можно немножко понизить. Забрать одну цель 7200, вторую цель 11, а может быть такое, что и 9000 долларов. И может быть такое, что в этом вот диапазоне они подключат альт-сезон. И все-таки мы с вами увидим то самое историческое движение по альте, которое мы с вами хотим увидеть. И наши скамы начнут потихоньку отстреливать. Ну, как, допустим, вчера отстрелила монетка CyberConnect. Ее нужно было уже даже и фиксировать, потому как по 5 долларов продавать это было не ошибка, а по 2,8 сейчас можно уже откупать. Что у нас по эфир относительно биткоина? Цели, в принципе, я указывал то, что ожидаю диапазон 0,05, это как минимум, и как максимум можно дождаться 0,0708. Может быть такое, что в этом цикле нам и дадут такие цели. Я думаю, что эфириум потихоньку будет ползти и относительно битка, ну, наверное, все-таки очень быстро. Даже не потихоньку, а осенью мы с вами увидим вот такое вот движение. Если посмотреть на облако Ишимоку, то мы уже здесь собираемся поменять тренд. Смотрите, длительный период времени у нас было красное облако. Мы с вами торговались под этим облаком. И все это время ожидалась смена тренда на эфириуме. Конечно же, они сменили тренд не тогда, когда нам хотелось, это было в августе 2024 года. Снизили они это все дело намного ниже, но здесь мы видим то, что глобально тренд начинает меняться. На данный момент относительно биткоина эфириум приблизился к трендовой линии, глобальной своей трендовой линии, которая берет свое начало еще с 12 сентября 2022 года. Тогда был самый последний такой, можно сказать, полномасштабный альт-сезон. Это было лето 2022 года. Я помню тогда этот альт-сезон, в нем я участвовал. И мы видим пробитие данной трендовой линии. Это произошло буквально сегодня ночью. И тут, по всей видимости, у нас будет некая задержка. По всей видимости, они здесь немножко будут мурыжить. Будет какой-то боковик. Может быть такое, что неделя будет остановки, может быть такое, что 2 недели будет остановки, а может даже и мы улетим, пробьем это облако и закрепимся выше облака. Это будет диапазон 0,041 сатоши за эфириум. И мы видим то, что здесь уже облако просто, хочет, конечно же, пересекнуться скользяшки и открыться здесь зеленое облако. Как только у нас здесь открывается зеленое облако, я думаю, что тренд конкретно по эфириуму будет сменен и будет та самая параболическая фаза роста по эфириуму. Мы уйдем с вами на перехай эфириума. Если мы посмотрим на трехдневке, то здесь уже облако сменилось. Красное на зеленое. Вот у нас зеленое. На трехдневке шикарно видно то, что эфириум заходит в параболическую фазу роста. Осталось, думаю, что недолго дождаться нам вот этой вот небольшой коррекции, которая может здесь произойти даже вплоть до середины сентября. И к этому нужно быть готовым. Потому как все-таки, как ни крути, сильнейший тренд был здесь нисходящий. И тут будет битва быков и медведей. На трехдневке мы видим то, что есть подтверждение. Осталось еще увидеть на недельке. Ну, на дневке здесь уже вообще просто парабола идет. По эфириуму идет парабола. Вот как на дневке, например. Смотрите. У нас был нисходящий тренд. Красное облако. Мы зашли в красное облако. Остановились.
проторговали здесь, сменилось облако на зеленое. Здесь были у нас разные ретесты и приостановили они здесь рост. Потом у нас открылось небольшое еще красное облако, вот здесь вот маленькое небольшое. Ну а дальше тренд сменился на параболический, и здесь открывается узкое зеленое облако, пошла парабола. Аналогичной ситуации желательно дождаться на недельке, только потом принимать какие-то решения. Ну, если ты не хочешь даром терять время, можно эфириум застейкать. Я, например, стейкаю на бирже WhiteBit 17% годовых за эфириум, это довольно-таки неплохо. На 3 месяца застейкал, через 3 месяца будет разлог. И потом можно будет принимать решение, что дальше делать. Награду за стейкинг можно удержать для того, чтобы откупить биток на медвежке, потому как медвежка у нас скоро будет, не за горами. Ну как скоро, где-то там может быть в конце 26 года, начало 27 года. Ну а конечно же сам эфириум можно будет обменять в торговой паре эфира относительно биткоина намного где-то выше. Ну как минимум хотя бы 0.6 вот здесь вот можно будет поменять. Но здесь мы довольно-таки неплохо выглядим. На дневке все у нас шикарно. И сейчас, я думаю, стоит здесь ожидать остановку движения. Также они здесь могут отрисовать какой-то боковик. Эфириум наберет еще какую-то силу и уйдет на свой перехай. Это $5000. И там будет интересный момент на крипторынке. Будем с вами это дело переживать, смотреть и анализировать. Я думаю, что самые негативные моменты мы с вами пережили, и на данный момент может быть такое, что скоро начнут этот рынок заливать бабками. Без притока капитала мы не сможем увидеть с вами альт-сезон, потому как для того, чтобы увидеть альт-сезон, нам нужно еще раскачать капитализацию крипторынка. Это как минимум хотя бы уйти в 5 триллионов, чтобы мы увидели с вами небольшой альт-сезон, ну и как максимум увидеть хотя бы 6-7 триллионов долларов. Тогда будет максимальный альт-сезон. Альта, конечно же, сейчас особо пампиться не будет, потому как капитализация рынка немножко не позволяет все это дело пампить. Ну, за исключением каких-то там избранных монет, как, например, вчера там памп устроили на Киберконнекте. Вот, в принципе, вот так вот. Ну что, наши ожидания оправдываются. Ожидаем, набираемся терпения, и я думаю, что все у нас получится. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Желаю всем приятного и хорошего дня, потому как у нас лето, а оно подходит к своему завершению. И это как раз тот самый триггер, где нужно отдыхать и наслаждаться, конечно же, ростом. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.